Валя пришла моя на работу. Что тебя не научили, как сигнализацию отключать? То мы как воры в ночью, 6:30. Такая полива. Так, всем привет. Пока я сижу, жду жену, что-нибудь расскажу вам. Вчера опять меня обидели. Сказали, что я лох. Что вы, прицепились все с этой недвижимостью, с этой покупками этих домов. Типа, если ты за 20 лет не купил дом, то ты лох. Хочу рассказать вам, как я живу. Я не буду никуда торопиться. Люди живут своей жизнью. И никто не будет подстраиваться под твою жизнь. Вот я, например, я вам честно говорю, я настолько своеобразный человек, я вообще не живу вот какими-то общими принципами. Я всегда был такой, и, наверное, потому что я, наверное, немного больше думал, чем другие. Вот я даже сейчас сижу в машине, я мог бы сидеть в телефоне и что-то смотреть, какие-то шорты, там ролики, мне не интересно. Мне вот я когда попадаю в такое состояние, мне интересно что-то подумать, поразмыслить, сделать какой-то разбор полетов. Кстати, что я здесь сижу, и вот даже ситуация с моей женой. И опять же, с тем человеком, который мне написал, что я лох. Есть тип людей, или часть людей, которые считают, что они умнее всех. Человек, когда живет и постоянно хитрит, он продумывает на протяжении дня, как бы без очереди пролезть, вот такие вещи. На работе как бы свалить пораньше, прийти попозже, надуть. Я вам клянусь, что есть такие люди, что они в этом живут постоянно. У меня полная противоположность. Да, мне непросто. Я не то чтобы хитрю, есть какие-то определенные там вот принципы, правила, которые я просто выполняю. Но так, чтобы переживать на каждом шагу, чтобы выиграть, конечно, чтобы не быть лохом, да. Но я часто позволяю людям, чтобы считали меня лохом или пытались сделать. Я-то все вижу все равно все насквозь. Я очень разбираюсь в людях, в ситуациях. Опять же, почему? Потому что продумывал постоянно свою жизнь. Кстати, вот сейчас сижу, вот такой вот дождь, вроде жуткое состояние, но я тоже рассказывал, что я когда-то жил 2,5 года в катере, вот в таком. Вспомнил, что как-то меня спрашивали показать себя в форме на Дальнем Востоке. Ну вот на таком катере я служил, жил фактически. Это был мой дом. Нашел я в интернете, самому интересно, ну и вы посмотрите. У нас было 2 таких катера и 1 такой быстрый на подводных крыльях. Служил я на пирсе вот с такими подводными лодками. Все они гнили, ржавели. Сейчас их просто уже утилизировали. А раньше как-то пытались сохранить. Вот этот поселок Завета Ильича, какой-то край географии. Жуткое место. Сейчас оно, по-моему, наверное, вообще просто умерло. Как и вся вот эта вот Россия умирает. Поэтому, как бы вы мне ни рассказывали, я тоже подсматриваю, чего было, чего стало, как все происходит. Вот так вот они были прям припаркованы штук 7-8 возле нас. Таких фоток у меня полно там. Но они где-то дома, в Украине. Когда-нибудь, может, покажу. Катером я управлял лучше, чем машиной в то время. Ну что, я наловчился неплохо управлять им. Вот такой я был красавец. Но через 4 года этой формы и службы я стал просто монстром. И, кстати, еще там меня учили не быть лохом. Соскучился я дико по гражданской одежде, так я и шел на дембель гражданки. Но впереди еще было 2 года мореходки. Вот я ложился спать и спал вот как в машине. И все, что на улице было, это пирс. Пирс, море и все. Ну и соседний катер рядом стоял. И тоже к этому привыкаешь. Вроде жуть, ну привыкаешь и живешь. То есть это тоже были постоянные размышления. И когда ты учишься думать, и на вилле той же, где я, кстати, показывал, что я работаю, иногда ночевал, вот это один работаешь, один спишь, один живешь, и у тебя включается какое-то действительно разумное нутро.
ты можешь поговорить сам с собой, ты можешь сделать анализ, тебе никто не сбивает с мысли, и в этом кайф. Так о чем я? Нашла же она напарницу, я тоже рассказывал, что она искала напарницу с машиной, нашла она. Сейчас им сделали контракт. Эта девушка живет с итальянцем. Тоже как 100 раз рассказывал. Это, видите, одни лохи, можно сказать, как моя жена. Тоже можно сказать, ты лохушка. Нафига ты с этим нищебродом живешь? Найди себе итальянца с квартирой и будешь жить в шоколаде. У всех свои принципы. И муж у нее там бывший какой-то там директор какого-то там супермаркета, то есть такой весь умный тоже. Она устраивается сюда, и уже через месяц она начинает пробовать заболеть, знаете. Ну, больничные же здесь это самое. Мало того, что она сама такая неработяга. Я вам показал или покажу с утра весь такой этот большой офис. Очень много стекол, много помещений. Одному сложно очень. Жена в основном 90-70% делала эту работу сама, самую трудную. А это возьмет, знаете, пыль, ходит этим веничком, собирает такая. А сейчас еще и камеры здесь поставили по всему офису. То есть все равно где-то будут подсматривать, кто как работает. Так ко всему этому она еще и заболела. А жене же надо, чтобы ее возили сюда. Это была основная. И она понимает, идея напарницы. Моя жена даже эту неделю работала, то у нее плечо болит, столько болит может. И у меня такие проблемы были, что ночь не спит и утром встает, идет на работу. Это нет, быстренько на больничный. Типа, ну вы же все лохи, наверное, как и вы мне, которые написали. Да, я знаю, что мы лохи. Вы думаете, я не работал на фасадах в такую погоду, блин? Понедельник, блин, почему-то все заболели, блин. Почему-то у всех то спина, то насморк. А ты идешь и херачишь, думаешь, ну болеете, ну просто денег не получите. А здесь-то вроде как и больничные должны были оплатить. Вчера она звонит жене. Ой, Валя, не дали мне больничный, типа давай сегодня, вот в этот день, едем на работу. А это же все договорились с начальством, со мной. Я, кстати, отремонтировал машину, торопился, думаю, да пошла она нахер. Мало того, что она с нее требует на бензин по 5 евро за день. И в месяц выходит, что она 60 евро ей платит. Я посчитал, говорю, Валя, это даже не пополам. Вот она с тобой едет, а ты полностью оплачиваешь бензин. Ты нашла работу классную. Подработку, работу, в контракте, все. Вместо того, чтобы она тебя как-то благодарила чем-то, и типа, ну ты должна, она, по идее, жена должна была бы быть уже каким-то здесь как бригадиром, или как они называются по уборке, гувернантка. А она просто равноправный рабочий. И еще и бензин ей оплачивает. И еще это хитрит, блин, чтобы больничные взять с первого месяца. И потом такие, как вы даже не понимаете, когда вы мне пишете, что я лох, или что там мы лохи, кто вы есть такие, и я не говорю за вас лично, кто написал, ну, я говорю за тех, кто считает, что вокруг все лохи. Чем вы все заканчиваете? Тут уже все работники в офисе, они уже понимают, кто она, и уже присматриваются с плохой стороны. Если она думает, что она так каждый месяц будет делать, и все это будет проходить, а все как бараны будут лупать, ну что лохами она считает и фирму всех этих крутелок, которые работают. Понимаете, насколько люди вот мелко думают? В бригадах та же самая фигня. Вот ты пашешь, работаешь всегда. Это как правило, закон. Если рядом с вами кто-то есть какой-то пахарь, то все вокруг начинают хуже работать. Типа, что я буду напрягаться? Сейчас он всю работу сделает, а я себе тут как-то так денек прошароеблюсь. И все это тоже видно. Получается, опять же напомню, что сын отсюда уволился. Что он тут 10 лет проработал, новых понабирали, он вроде бы тоже должен быть бригадиром или уже в каком-то статусе.
а он пашет больше всех, а все ходят, ой, блин, он уже лох, блин, классное место, ни хера не делаю, зарплату получаю так же, как этот пашет. И все, я вам говорю, что сын ушел, из таких бригад люди уходят, и я уходил. Типа, сам внутри себя, я говорю, что я не буду, вы не думаете, что вы действительно нашли лоха до такой степени, потому что я не фыркаю с первого раза, даже если есть какие-то проблемы в отношениях с людьми, я даю ошибиться, ну, если это не полный баран, блин, что видно еще когда он только рот открыл. Я даю ошибиться, я пытаюсь объяснить, договориться, но если я вижу, что там тупик, а часто это бывает тупик, потому что людей изменить почти невозможно, то отношения прерываются. И так как мне кто-то написал, что... Я не помню, какая тема была, но все дошло до того, что я говорю, у вас есть здесь украинцы, друзья? Дело не в украинцах, скажем, вот, Советского Союза кто-нибудь. Наши, опять же, это люди разные. И я больше работал с украинцами, и тоже напомню, что у меня их нету. Да, могли они быть, были, можно было посидеть там где-то стаканчик винца выпить за разговором, но на протяжении 10-15 лет все равно какое-то все дерьмо рано или поздно выплывало наружу. А я такой человек, что я не могу на это закрыть глаза. Как я рассказывал, ну давно рассказывал, кто-то не помнит, кто-то новые зрители не знают. Был у меня знакомый, мы долго друг друга знали. И он периодически деньги одалживал. И вот последний раз он мне одолжил 90, я ему одолжил 90 евро, у него семья. Тоже, кстати, Новый год был перед Новым годом. Ну, думаю, жалко стало. Опять же, лох. Типа лох. Потому что я уже знал, что он мне пару раз тяжело отдавал эти деньги. И мне так и Юра сказал, ну ты же знаешь, кто он. Говорит, зачем ты ему даешь? Я говорю, ну мне жалко человека. Для меня 90 евро, даже если он не отдаст, я с голоду не помру, а тут Новый год, мало ли. У него ребенок, может, жрать нечего тому ребенку. Проходит, он говорит, я тебе там через месяц отдам. Проходит месяц, я говорю, ну что, Толик? Да потом-то это самое, то еще месяц проходит. Я говорю, Толик, ты запарил мне такие великие деньги, дело принципа я просто не люблю. Тем более это уже не первый раз. Начинает отмазываться, потом мне пишет, или до разговора с матерью. Нет, так дошло до того, что я звоню его отцу. Говорю, блин, что за херня с твоим сыном? Говорю, не первый раз он мне пытается кинуть на деньги. А вы говорите, итальянцы? Как ты за 20 лет еще не понял итальянцы? Вы что думаете, наши сильно отличаются? Вообще никак. Здесь, в Европе, наверное, больше это завязано, хотя я уже давно и там дома-то не жил, чем мне говорить. Здесь все завязаны на деньгах. Если вы дружите с обыкновенным таким простым рабочим, то или такой, что вообще на пределе живет, то рано или поздно у вас никакого прогресса в этой дружбе не будет. Вы то ли ему должны помогать все время, а я ему действительно помогал. Я ему работу находил, брал его на работу. Хотя он ничего не умеет. Он работал в ресторане, потом он работал водителем. В Украине он вообще, он, кстати, с Луганска. И вообще я заметил, эти луганские, они такие, знаете, какие-то скользкие люди. Но тоже своеобразные. Опять же, я внимательный человек, и я стараюсь замечать эти все вещи. Ну как, я не то, что их ищу, а они просто сами собой, я их понимаю. Оказывается, тот, его папа в Луганске, он очень больной, взяла трубку жена, начала со мной разборки наводить. А, да ты сам на себя посмотри, там мой муж с тобой работал, ты ему не заплатил 14 евро. А то при нем мы полдня там отработали, я электрику делал, рядом в моем городке. Он сидел, ему делать нечего. Я говорю, идем за компанию пару часов, мне поможешь, там провод надо было прибить. Там работа-то, он просто стоял рядом.
И пивом я ее все равно в тот вечер наугощал. И та баба вместо 40 мне евро дала 20 евро. И я эти 20 евро ей просто в морду швырнул, понимаете? И... Ну, такой у меня характер. Типа то и 40 было мало, а она мне вообще 20 дает. Что я тебе? Кто я тебе, блин? За кого ты меня тут считаешь? Вы мне говорите, что я лох. Вы даже не знаете, какие вещи делал на работе и в жизни тут. И она это прошло, я не знаю, там под 10 лет, она это помнит. Я говорю, алло, а ты не помнишь, ты не знаешь, что я твоему сыну один раз на 1000 евро подогнал работу, он со мной работал, я за ним переделывал то, что он говно наделал. И вообще по городу, и сын мой с ним дружил, вообще я в шоке. И что, теперь он имеет право ко мне прийти, одолжить 90 евро и не отдать их? Бред, понимаете? Блин, люди как будто, я не знаю, дебилы. И этот мне, видимо, ему мать позвонила, там что-то чуть-чуть кипиш навела. Он мне говорит, я тебе уже выслал. Я говорю, так если выслал, покажи мне, куда ты выслал, потому что я не вижу, что деньги мне пришли там в банк или куда. Короче, отмазывался. Я, наверное, столько уже на него наехал, просто по каким-то хулиганским понятиям. Уже другого выхода нет. Если бы вы слышали мой разговор с ним по телефону, это у вас бы уши в трубочку свернулись. Отдал он мне эти деньги, вот с такими скандалами. Все, я его заблокировал, я просто человека вычеркнул из жизни. А когда-то мы, можно сказать, даже так дружили. И пивко сидели так в машине, бухали, и на работу ехали. Были супер отношения. Так как можно с кем-то дружить, если жизнь людей ломает непонятно в какую сторону, и то, что в них говно вот это сидит, каким образом оно может вылезти и отразиться на вас? Поэтому я прошел такие разные случаи, что я эти случаи запоминаю. Они у меня, знаете, как вот только я вижу хоть малейшая похожая ситуация, я уже понимаю, кто этот человек насквозь. Поэтому, кто мне написал, что я лох, вам кажется, что я лох. Я часто позволяю себе, чтобы люди так об этом думали, чтобы они расслаблялись. А в плане покупки дома мне просто так удобно. Еще раз я говорю, я занимаюсь этими работами, я знаю, сколько сил, денег хозяева этих квартир, домов влаживают. Я, да, купил бы, если бы, допустим, знаете как, квартира, допустим, стоит 100 тысяч, более-менее подходящая под меня, там 120, ладно, там с ремонтом, небольшой ремонт. А у меня есть 200. Да, я бы купил, у меня там остался запас, и я спокойно с этой ситуации выхожу. Но даже многие здесь, которые мне пишут, у меня есть 25 тысяч, я хочу за 25 тысяч купить. Я говорю, а дальше? Я уже тоже вроде это рассказывал. Но тема, во-первых, многие не думают, не понимают этого, и приходится иногда повторять. Да и я вообще не знаю, что вы там понимаете. Вот дождик, кап-кап. И меня эта квартира все время пугает. Я хочу жить спокойно, чтобы у меня был запас денег, чтобы меня ничего не напрягало, чтобы я не должен был свою жизнь потратить на этот дом, на эту квартиру, обустраивать ее, а потом иметь свой угол. Ну, у меня есть в Украине свой угол, если я не знаю, что случится, я всегда могу вернуться. Да и я всегда могу заработать легко эти 300-500 евро на аренду квартиры. Пока. А что там будет в старости, я вообще без понятия. Что мне планировать старость? Я просто живу. Спокойно, нормально живу. Раньше я, то есть был случай, допустим, вот у меня знакомый, он не работал на больших зарплатах, но он уже купил несколько квартир. Ну, блин, они с женой всю жизнь, сколько здесь живут, тоже 20 лет и в Италии. Вот мы один раз пошли на море, мы с женой после моря зашли, мороженое поели, кусок пиццы там взяли, ну, где-то там 20-ку за день оставили, я тоже как-то рассказывал. А эти за весь день они купили бутылку минералки.
Вот так у них прошел день. Ну какое удовольствие. Я уверен, что и дома они так. Не знаю, хочется просто... А опять же, все эти деньги он заработал. Это надо минимум оставить себе. Основную часть отправить. Вот он в Украине покупал там, квартиры, дом строил. Все туда, всю зарплату на тот дом. И строит его, и строит, и строит. Построил, да, так вот по чуть-чуть, да, люди строят. Сами понимаете, что все в убыток себе. Сейчас он все равно, он сидит здесь, кстати, без документов, он не может выехать. Там у него сын, и то он его забрал уже сюда с этой войной. И получается, что дом стоит, дом построил, он стареет, и я не вижу перспективы, чтобы он собирался ехать домой. И чё? И я не знаю, мне кажется, это все грусть, тоска такое вложение. Я куплю, да, если у меня какой-то вариант какой-то легкий появится. Так же, как и с кредитом, не хочу я покупать. Хотя я что-то эту тему постоянно мусолю. Ну так вы ее мусолите мне в комментариях. А что ты не купил? Куплю, будет возможность, куплю, но не так, чтобы влазить в кредит и себя ставить в какое-то там дикое положение, трястись. В кармане ничего. Квартире надо ремонт, нету денег на материал на ремонт. Ты не можешь и работать, потому что надо заниматься квартирой. А какой смысл купить квартиру, а дальше жить на аренде, ждать, когда отремонтируешь ту? В общем, все непросто. У вас все так, раз-два. Кстати, я вчера закрыл партиту ИВА своего, индивидуального предпринимателя. Немного я отдохну, надоело мне это. Но об этом позже. Ну, скоро жена придет. Еще одно тупое видео сделал. Тупое, бо... Хотя раньше эти болталки мои, что я в машине ехал, мог что-то там болтать, они нормально шли. А, кстати, я понял, как работают эти алгоритмы Ютуба. Как-нибудь тоже в другом видео расскажу. Я когда-то рассказывал за игру, принцип игры. Так вот здесь тоже такой же оказывается принцип. Меня только вчера осенило. Но это потом. Все, пока. Спасибо за просмотр.